know, it's always a good time for Slav Polka. Oi, oi! Bring the beat. It's time for polka! Let's start slow. A bit faster. Ладно, тропят. It's time for polka. Bring it back now. I got the moves. Hey. Hold up. If you turn around, you gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you're dead, What? 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 Bring it back now. What? What?
you stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Всем здорово. Продолжаем прохождение ОП-2.1. Что там у нас в чате? Кто там есть уже? Много кто есть. Чату здорово. Сондал Свен хай. В прошлый раз остановились... Где мы остановились-то? Что-то я забыл, где мы остановились. А, в пещере. Ну ладно. В пещере так в пещере. Василий Никитин, здорово. Никита, ты у кого спрашиваешь про винду? Конкретизируй. Прикиньте, короче, на вчерашний стрим прилетел, короче, это заявка на авторские права на звук, мать ее, сирены. Что за дебилизм? Как может быть звук сирены под авторскими правами?
Совсем уже распоясались. Я им, конечно, апелляцию кинул. Надеюсь, они нормально сделают все. А то совсем уже, блин, обнаглели. Антон и Штваник, здорово. Андрюха, у тебя интернет плохой, чтоб стримы смотреть. Чё мышка так двигается? Ладно, неважно. Чё там я на Агропром хотел? О! Автора Сирены зовут? А не знаю, какой-то там это... какой-то хрен с 8 подписчиками. Какая-то контора, которую я вообще в первый раз вижу. Ну, типа, как его называют? Владелец авторских прав в кавычках. Типа я там какое-то интро использовал. Но я посмотрел это интро, да, там этот звук сирены есть в начале, но там-то дальше идет интро, а на звук сирены как может быть какой-то авторские права? Это звук сирены. Это звук, мать её, сирены. Вы чё вообще? Неадекватные какие-то, что ли? Вот это звук сирены, который в час ужаса, короче, начинается. Ну, посмотрим, что они сделают. Хотя, учитывая YouTube, они могут вообще мне видео забанить и вообще страйк кинуть. Не удивлюсь. Но чё это за лаги? У меня Никита, винда 7. Позвонили, мать его. Из Билайна. Да хорош ты из дробовика там шмалять, ты мне уже по ушам бьешь. Ой, дебил. Успокойся. Надо им на армию в суд подать, у них ведь тоже сирена. Ну да, пускай подадут. Них нахер пошлют. На звук сирены, мать его, этот кинуть. Не, ну, на самом деле это автомат кину, ну, этот бот, который занимается этой херней. Так что, ну, не знаю, если там правообладатель этого интро адекватный, то за звук сирены он снимет эту херню. Если он неадекватный, то он может и страйк кинуть вполне. Страйк это печально. Придется мне тогда удалять этот запись стрима. Вырезать этот звук. Охренеть, конечно. Василий Никитин, я разработчик. А вот с тем разработчиком, который ты сказал, я с ним даже разговаривать не собираюсь. Он уже
испоганил мод. И продолжает это делать дальше, так что я как-нибудь обойдусь. Так. Ну, тут ничего интересного нет. А что за 5 патронов даешь? Дать ему патроны, что он дал мне патроны и гранату. Круто. Нет, Антон Иштваник, я альтернативный патч не пробовал, он слишком читерный. А просто как бы выдергивать оттуда вот эти всякие правки по лагам, по микрофризам у меня желания нет. Тем более я с людьми общался, они сказали, что ничего не изменилось. Короче, микрофризы как и были, так и остались. Адреналин, здорово. Слушай, хотел спросить, тут тебе Сталк не приходил с бородой, картавит немного? Привет, народу много бывает, но такого не припомню. Был новичок один, но без бороды и с дикцией вроде без проблем. Почему запомнил? Просьба у него странная была. Да бабла для новичка столько, сколько и у мастеров не бывает. Что он просил, если не секрет? Говорил о бункере подземном. Я о таком впервые услышал. Просил принести какой-то сейф и шкатулку. Обещал хорошо заплатить. Я не особо поверил, откуда у новичка такие сведения. Хотя, может быть, его и подослал кто ко мне. Рассказал он об одном из переходов в этот бункер с янтаря. Еще сказал, где в этом бункере шкатулка и сейф тут лежат. Короче, отказался я, темное это дело. А тебе зачем? Я тоже слышал об этом бункере, даже был там. Меня интересует человек, чья шкатулка осталась там. Подскажи, где ее найти. Во как? Значит, это похоже на правду. Ты вот что, если найдешь ту шкатулку и сейф, принеси мне. Может, тот новичок или еще кто еще раз придет. Я тебе сразу весточку и кину. По сведениям, шкатулка лежит на 2-м уровне этой пещеры или лабиринта. А попасть в этот уровень можно из какого-то еще лабиринта, который расположен на самом нижнем уровне. Телепорт там есть. Еще знаю, что в этот нижний лабиринт можно попасть через узкий грот. А вот где находится сейф, не знаю. Да, вот, держи координаты перехода в этот лабиринт с янтаря. На карте я тебе отметил. Награды за инфу не прошу. Принесешь шкатулку, да расскажешь, что там за пещера. Хорошо, принесу и инфой поделюсь. За новый переход спасибо. Вот так. Опять YouTube лагает. Да я вот дом шатал. Что происходит? Так, ладно, что там? Что за сталкер? Название стрима посмотри внимательно. Что за сталкер? Странно, у меня не было микрофризов. Видать, железо влияет. Ну, не знаю. Он в любом случае прям, ну, слишком читерный, слишком облегчающий прохождение. Знаешь, не буду я тебе сик-команды нести, хотя ладно, пусть висит. Так, ну ладно. Шкатулка и сейф. Хорошо. Зачем пришел? Шкатулка и сейф. Сначала надо на свалку сходить. Тут ничего нет? Мешок плана, поговорить с дезертиром. Мне нужна колбаса, кстати. А колбаса можно у кулинара купить. Вот пойдем этим и займемся. Да, хорошо. На. Это нормально. Встаю, значит, смотрю на записи, блядь. Заявка на авторские права. И думаю, с какого интересного хера? Музыка у меня без авторских прав используется. На что там может быть заявка? И херак! Звук, значит, сирены. Думаю, вы чё, упоротые там, что ли? Звук сирены. Заявка на авторские права. Может, вы мне еще на звуки выстрелов кинете авторские права? Или на разговор NPC? На слова там какие-нибудь? А чё?
Кто-то же эти слова уже до меня говорил. Значит, они как бы авторские, да? Получается так. Дэн Белов, привет. Как делишки, как настроение? Желаю удачного стрима. Здорово, нормально настроение. Есть время постримить, так что благодарю. Часов 6, думаю, постримим сегодня. Пораньше начал. Блин, с другой мышкой играю непривычно. Твою медь. Чувствительность вот так вот выставим. Не, теперь слишком чувствительная. А вот так сделаем. Вот так. Да не, это не YouTube охреневший, это конкретный деятель. Конкретная личность. Да хватит шмалять, я с людьми разговариваю, дебил. Он, наверное, думает, что если он, короче, в своем интро использовал звук сирены, то это значит его, короче, звук сирены, короче, и все, и никто его не может больше никогда использовать. Вот такая логика, наверное. Хер там плавал. Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Да тебе тоже как бы без пользы. А этот гол как Да сейчас много таких развелось, короче. Берут прям на все подряд, кидают, короче, предъявы, типа это авторские права, чтобы, короче, доход с рекламы себе забирать. Да, У меня, конечно, монетизации нет и вряд ли когда-то будет. Но если, короче, приходит заявка, ну, YouTube так работает. Если заявка приходит, даже если у меня нет на канале монетизации, то конкретно с этого ролика она идет. Типа тому, кто заявил, типа, предъяву. Бабло, короче, рубить пытаются. Не, ну ее нахер, я лучше на той мышке буду сидеть. Вообще не могу. О, да. Так, мужик, чего ж там у тебя? Или ваша светлость. Во мне столько радиации, что я по ночам излучаю ровно... Так, кулинар, дай мне... дай мне... колбасу. Извиняй, конечно, но тебе все уже без... Правда, теперь придется обратно вернуть. Вот так вот. Ну ты вообще, с таким барахлом и в зону полез. Хай, Ворон, я от Дэна. И что же это, интересно, за веселый мешочек такой, а? Ну, это мои планы на вечер сегодняшний, так сказать. Ну, тогда лови и давай обрез, охотник, блин, за глюками. А нет его у меня, посеял. Решил сегодня с утречка в собак из него пострелять, опробовать, так сказать. Тут недалеко, рядом с недостроенным зданием, есть длинная конструкция с крышей. Там еще 2 огромных резервуара стоят. Да вот только вместо псин встретил злющего бюрера. Даже выстрелить не успел, ибо обрез сам из рук вырвался и взлетел в воздух до самой крыши. Поближе знакомиться с мутантом не стал, ломанулся оттуда со всех ног. Обрез, небось, где-то сейчас на крыше той конструкции валяется. Ты на нее не залезешь, но можешь попробовать сбить его вот этими импульсными гранатами. Их мне приволок один сталкерюга, мутный тип, толком и не объяснил, где он их раздобыл.
Данные импульсники не наносят урона, не бойся пораниться. Я так и не нашел им применения, отдаю их тебе. На кой черт их вообще создали? Неужели не ясно, чтобы сшибать кокос из пальм? Опять. Иди туда, иди сюда. Так и задумывалась сделать его слишком читерным, чтобы опустить на землю дворника и мерцающего, который возьмися богом Монина. А мерцающий-то при чем здесь? Он вообще в разработке не участвовал. Он как... Как это сейчас называют? Пиар-менеджер, во. Типа по-современному, если говорить. Пиар-менеджер. А если на русский перевести, лицо ответственное за связи с общественностью. А вот второй, да, второй попутал. Сломалось что-то? И что же у нас тут есть? Хвосты собак. Есть у меня хвосты собак? 4. 5. Патроны для грозы обычные. Так, все, мешок я отдал, Удачи колбасу тебе, Став. купил. Осталось теперь обрез забрать. Обрез у нас вот там будет. Да-да, Никита, именно охренели. Место свое забыли. А где Бюрер? Он же сказал, что там Бюрер бегает. Что, нету Бюрера? Или свалил? А ну-ка, давай посмотрим. Нету Бюрера? Что за артефакт? Бюрер вон развлекается. Ну все, уже не развлекается, я понял. Добегался, блин. Буду я еще херней заниматься. Вот. Все, теперь обратно. Отнести руку контролера кулинару. Рука контролера есть. Давай, сдадим. Сдадим давай. Вот, держи руку контролера, еле завалил его. Рука? А нахрена мне рука? Я думал, ты мне голову принесешь. Что я буду с рукой-то делать? А зачем тебе голова? На свою, что ли, надевать, чтобы новичков пугать? Если нужна голова, то бери в руки топор. Труп до сих пор там валяется, второй в кустах лежит. Ну ты шутник. Ладно, давай эту руку, вот тебе пара аптечек. Ясно, понятно. Кстати, у меня же есть дробаш. Забирай. После 2.2 мод отдадите людям и разработчикам модов, чтобы можно было брать локации для своих модов. А это не ко мне вопрос, я в команде сейчас не состою. О! Я вообще-то собирался, ну, по крайней мере, планировал сделать уже 2.1 как платформу для модификации. Ну, решили по-другому. Меня вообще как бы не спрашивали. А все локации, они взяты из других модов. Хотите, берите. Большинство локаций из Lost Alpha. Еще какая-то часть с АМК форума из темы новых локаций. Ну и там из разных модов по мелочи.
Пиар-менеджер, который банит за критику мода за читеров, хотя сам мерцающий делал спаун-меню NS10. Его даже BFG ткнул носом за его двуличность. Но это не значит, что мерцающий разработчик. То, что у него есть как бы права банить юзеров, это уже другой вопрос. Ну, человек он такой. Есть такие люди. Не будем конкретизировать, как они называются. Я думаю, вы сами знаете. Вы же думаете, почему его на АМК нету? Или он есть, я не знаю, но он там не сидит. Потому что там-то он никого не может банить. Его самого скорее забанят. Ладно, не знаю, что там он кого банит, по крайней мере. Я нормально с ним общался, ничего такого не было. Что делать? Что делать? Зона проклятая. Ну что? Твари. Все дыры нами затыкают. Ненавижу. Перегруз, понятно. Перегруз. Здравствуй, смельчак, говорят, траву косишь. Кому какое дело? Да ладно, не возникай, я тебе тут жратвы принес. Абсолютно здоровая пища. Здоровая пища? Ну я бы поспорил насчет консерв, конечно, и водяры, ну да ладно. Серьезно, хоть человеком себя почувствую, а то как собака. Если травой интересуешься, вон мешок, прямо напротив входа лежит, сохнет. Можно тебя попросить? Что еще? Нас на убой послали, поэтому я и смотался. Чтобы вернуться на Большую Землю и доказать это, мне нужен приказ, который нам тогда отдали. По моим сведениям, все приказы хранились в металлическом сейфе. Капитан держал его на втором этаже комплекса, не видел? Если бы ты раздобыл мне эту папку с документами, то я бы слинял отсюда. В качестве благодарности могу предложить очень редкий артефакт, рубиновую батарейку. Ну как? В принципе, недалеко, попробовать можно. Ну, я эти документы уже брал в прошлых стримах, так что они у меня в инвентаре. И поэтому можно их сразу отдать. Привет, солдатик, есть новости. Что, все плохо? Наоборот, все хорошо. Нашел я эти приказы, держи. По гроб жизни благодарен буду. Вот тебе подарочек, думаю, пригодится. Больше не свидимся. Прощай. Ну давай. Правда, мне все равно придется идти на базу, потому что там мой винторез лежит. Уникальный. Который мне Иванцов подогнал. Ой, ну серьезно, вот только патроны, блин, просирать еще впустую такие. Не, сфоткать никого нельзя. Ладно, ну подходите. На. Кто еще хочет? Ты хочешь? На. Кто еще хочет? А ты не хочешь? А чё так? Такие смелые были толпой. Блин, охренеть. Чё здесь происходит вообще? Пришел на базу, называется. Ну, не знаю, давай возьмем. Да какого возьмем? У меня веса мало. Чё? О, тут кто-то на вышке лежит. Погоди, стой, куда? 10 человек. А еще есть?
Да, есть на вышке там. Аж автомат улетел. Куда это мы тут? Ага. Ё... Да вы охренели еще с РПГ тут шмалять. Вы чё, ё? Эй, сюда иди, слышь. Ты неадекват. А, великолепно. Он спер мой... Да вы издеваетесь, блядь? Если он меня сейчас сломал его, и я его не смогу починить, то это помянем. Все, переигрывать нахер. Охренеть, откуда переигрывать, конечно. Палача сперли, кувалду сперли, совсем охренели. Я их дом труба шатал. 3 раза. Забрать все. Так, надо вот с этого стрелять, а не с палача. И чё? Сказать мне что-то хочешь? Что напрягает, когда ковырялка открылась, люди поправили баги и пошли официальные патчи на 2.1, которые взять из системы ковыряния. А с чего ты взял, что они взяты с темы ковыряния? А кто шмаляет-то? Где? Кто? А, вон он. Да дома, блядь! Падло! А где? Там же был. На вышке кто-то. А здесь есть кто-то на вышке? Никого. Действительно. Херач в меня с РПГ. Суицидник. Ну где ты там, суицидник? Отъехал? А ты на что рассчитывал? Что ты будешь с РПГ херачить и нормально будет? Идиотина. Аж за забор вывалился. Так вот, по поводу правок. Во-первых, с чего ты взял, что они из темы ковыряния, а во-вторых, баги. Они в любом случае по одинаковым путям правятся. А даже если они из темы ковырялок, что плохого такого? Правкой багов занимается тот же человек, который движок делает. Он вообще никаким образом не причастен к вот этому извращению с балансом. Он занимается чисто движком и правкой багов. Ему тупо некогда вот этим еще балансом заниматься. И всякой хренью. Здорово, динозавр. Вроде ж уже здоровался.
Так, чё, кто-то остался или чё? Ну, вообще-то остались, но только там. Так, так. Неадекваты. О, все. Все. Вы перегружены. Так, что надо скинуть эти, как их? Как они называются-то? А, вот, РПО. РПО скинуть. Все. Да, еще что-то надо скинуть, потому что сейчас у меня будет этот, как его? АК-105 нулевый, убитый. Вот его скинем. Не, еще что-то. Еще что-то нулевое есть? Ну или близко к нулю. Вот есть гроза, но гроза, она в принципе дорого стоит. АК-104 20%. Про Винзора ничего плохого не говорю. Самый адекватный разраб. И Басти еще. Ну да. Как бы так и есть. Басти чисто оружейкой там занимался. Вот Винзор движком. Где-то еще 3 человека здесь. Ну, в принципе, вот один из них. Вот он, мой винторез именной. Эй. Да чё мышка? Ай. Тупость какая-то. Пацанчик был не в теме, пацанчик провтыкал. Ну да, бывает. И опять у меня перевес. Давай обрез выложим. О, смотри. И перевес пропал. Ни хрена себе, это что, обрез такой тяжелый? Это поворот. Где-то еще один человек. Мышка вообще лагает. Блин, старая мышка. Что у вас есть? У вас, в принципе, броники есть, но у меня нет веса, чтобы их забрать. Карта. Опа, карта. Хорошо, что всех обыскал. Вы что тут делаете? Можно еще к вот этому товарищу зайти. Он, конечно, вряд ли мне квесты какие-то даст. Но мало ли. Так. АК-107, М60 он хочет. М4 Супер 90, М3 Бенелли Тактик. А что у меня есть из этого? У меня есть М60. И все. Давай М60 сдадим. Награда говно, конечно. Ну пусть будет. Почему нет? Можно даже здесь оставить один из них. Да что ж такое, блядь, с мышкой, а? Ёпты. Рюкзак, ты чё? Вот этот оставим. Заодно и разгрузиться чуток.
Сондел Свен, I'm back. Excellent, Сондел Свен, excellent. Еще псевды. А получится двоих сваншотить, а? Если вот так сделать. Ух ты, получилось. Всегда бы так. Hi to all. Здоровается с вами Сондел Свен со всеми из чата. Активных заданий.нет. На янтарь теперь? Опа, барсики. Барсики кувалдой не убиваются, если кто не знает. Пасхалка от разрабов. Все монстры ваншотятся, а барсики самые слабые мутанты. Даже слабее тушканов, можно сказать. Не ваншотятся. С кувалдой их можно сколько угодно херачить, и ничего им не будет. Так, что тут происходит, а? Бля, где вот этого-то искать надо? Не знаю. Подземки Агропрома? Так, надо в X16 за фонариками идти. Так, так. Здравствуй, мученик науки. Давно не виделись. Здорово, меченый. Доктор к тебе послал. Говорит, есть у тебя рубиновая батарейка. Нет, у меня нету. Я слышал, что есть одно место на радаре, где иногда рождается этот артефакт. И где это? Если идти от складов по дороге, то перед поворотом налево есть небольшой безопасный лесистый уголок за парой валунов. Там ищи. Спасибо, попробую найти. Все. Все. Здравствуйте, молодой человек. Почему не выложу свой набор правок? Да некогда мне этим заниматься, еще правки выкладывать. Потом еще будут мне же предъявлять, если у кого кто-то что-то сломает, или кто-то что-то криво установит, мне же будут предъявлять, что мне вот это выслушивать, что ли? Делать мне больше нечего. К вам должен был прибыть отряд долга, только вот я никого не вижу. Боюсь, у меня плохие новости. Из всего отряда выжил лишь один боец, его зовут Гром. Он смог добраться до бункера, но ему осталось недолго. Почему? Что с ним? Судя по его ранам, на отряд напали кровососы, но необычные. В крови выжившего я обнаружил неизвестный гемотоксин. Это вещество, которое разрушает эритроциты, нарушает свертываемость крови и вызывает повреждение тканей и органов. В отличие от других гемотоксинов, например, змей, это действует намного медленнее. Говорить-то он может?
Да, он в соседней комнате. Впервые сталкиваюсь с подобным токсином, поэтому даже предположить не могу, сколько ему осталось. Он может умереть как через пару недель, так и через месяц. Но рано или поздно это все-таки произойдет. Только не говорите ему то, что я вам сейчас рассказал. Я не смогу его вылечить. Процесс гемолиза мне не остановить. Наука в данном случае бессильна. Эх, понятно. И что ты хочешь мне сказать? Что мне придется сейчас за лекарством, да, бегать? Ну, блин, точно. Придется бегать, чтобы он не отъехал за лекарством. А чё ты так лежишь ногами в стену? Тебе нормально? Походу, да. Эй, как самочувствие? Профессор сказал, что на вас отряд напали кровососы. Сколько их было? Точно не знаю, около 3. Это были не те кровососы, которых обычно можно встретить в забытом лесу или на болотах. Они имели огненно-красный оттенок кожи, и никогда таких раньше не видел. К тому же они намного устойчивее к огнестрельному оружию. Нам не удалось завалить ни одного, сколько бы мы ни стреляли. Почему ты спрашиваешь? Тебе что-то нужно от меня? Иванцов сказал мне, что именно ты обыскивал труп бандита, которого недавно замочили на северном блокпосту бара. Мне нужен ПДА этого бандоса. Прежде чем я отвечу, скажи, сколько мне осталось. Только не ври, я не глупец и все понимаю. Дела твои плохи. Кровососы занесли какую-то дрянь в твою кровь, типа яда. Месяц максимум. Благодарю за откровенность. Слушай, я могу отдать тебе ПДА прямо сейчас, но прошу тебя сначала попытаться найти какой-нибудь способ исцелить меня. Если тебя постигнет неудача, то сможешь забрать ПДА с моего трупа. Ты ничего не потеряешь, но дашь мне надежду на выздоровление. Как тебе такое предложение? Возможно, доктор сможет тебе помочь, но я не знаю, жив ли он еще. Я постараюсь его найти. Угу. Чисто для подписчиков выложил бы. Черт, как это я? Как же такая, ребят? Торговать нельзя с ним. Всего наилучшего. Приветствую на нашей научной базе. Ну смотри, я на 8 патче играю, я не на 8.2 играю. На последний патч они не пойдут, скорее всего, на 8.2. У меня 8.0 стоит. Блин, с мышкой херь какая-то вообще. Слушай, я не помню, с какого момента начинается отсчет для вот этого грома. С момента диалога с доктором, по-моему. А может даже и сейчас. Придется, короче, бежать в Припять. Сразу вот сейчас вот прям бежать в Припять. Базарить с доктором. Давай тогда все скидывать. Я не уверен насчет сроков. Поэтому придется так делать. Черт, как это я? Как же такая, ребят? Именной винторез. Подожди. Обрез-то оставлю. Походу мышка скоро отъедет, я так думаю. Черт, как это я? Как же такая, ребят? Вот так сделаем еще. Редми сделать и все. Многим поможет, думаю, покатал бы с удовольствием. Ну, посмотрим. Это кто там ходит? Ученый? А какого хера вы там делаете, спрашивается? Так, ну активных заданий здесь нет. Я не припомню, чтобы еще что-то мне надо было делать здесь. Пойдем тогда к доктору бежать.
Побежали к доктору. Тут у нас зомби. Были. Уже нету. Изломы мне не интересны. Были бы библиотекари, еще ладно. Пойдем базарить с доктором. Сейф я всякую еще не принес. Что еще делать, не помню. Блин, где бы скальп контролера-то взять, а? Охренеть. Чисто в момент выстрела тупо фриз просто. И все, и хер попадешь. Ты труп, мужик! Жидкий пердеж кинули. А чё это у меня так медленно радиация выводится, я не понял. Чё за бред? Ты дебил, ты видишь, я занят, что ты до меня докопался? Что за мясо? Пришел, называется, на радар. А что за лаги? Мне достали уже. УП-2 делается на своем движке. Туда просто добавлена поддержка x64 и все плюхи, которые нужны. Да. Вот это жесть. В принципе, в Припяти торговец есть. Можно как бы для него все собирать. Отнести, толкнуть. А кто это меня палит здесь, а? Вояки. Я понял.
турель стоит. Все? И все. Так, пойдем турель вынесем сначала, а? Вернулся? Молодец. Ай, как вы надоели все, а? Ну давай, выходи. Одни крысы тут вообще. Ну, где? Доволен? Еще? Где? А почему? Почему вообще здесь турели стоят? Я что-то не понял. Где лучше нычку спрятать, чтоб не украли? За локацией где-нибудь. Или поставь правку, чтобы не тырили нычки. Я себе сделал. О! Эффект обоссанного экрана. Аптечки, патроны. Бери, что хочешь. Бинт даже валяется. Так, тут у нас еще один. Алло, я не понял, а где броники, где экзачи, что происходит? Ну что, сяк? Так, у тебя ничего нет. Хорошо, я тебя понял. И что делать? Не знаю, лишнее скинуть. Вот это можно в Припяти продать. Вот это тоже. Вот это тоже. Типа совсем уж убиенные стволы. Что еще с ними делать? Нет, G41 не будем продавать здесь. Они даже в убиенном состоянии хорошо пойдут. 550 говно. Штейр говно. Кобра. Тем более. Кобра вообще ни о чем. Ой, СВДхи. СВДхи мы пойдем продавать. СВДхи хорошо берет этот товарищ. Сайга тактика. А пулеметов нет? ПКМ, печенек, М60. Не, пулеметов .нет. Ладно. Перевеса нету, но близко. Очень близко. Мне вот знаешь, что интересно? А почему здесь турели стоят?
В чем дело? Я что ли какой-то квест получил и чё я об этом не знаю? Взять... Ух ты, я мешок плана не забрал, прикольно. Ну ладно, его не сопрут. Так, здесь на радаре есть это, упаковка радиодеталей. Я, кстати, хорошо, что посмотрел. Это забытый лес, это бар. Взять у Дэна пси-шлем. Я вот не знаю, ноутбук Архара можно сейчас найти? Попробовать, что ли? Тайник сторожила. Тайник стрелка у нас в саркофаге. Термосы. Термосы могут быть здесь. Найти монолитовцев, забрать документы. А, все, понял. Это по заданию Гавра. Вопрос снят. Не, ну мы сейчас не будем выполнять это все квесты. У нас как бы задание для Грома. Здесь я никаких термосов не вижу. Здесь как бы тоже нету. И здесь нету. Этот вагончик вообще закрытый. Все, идем в Припять, короче. Тут еще, конечно, можно посмотреть, но это вряд ли. Здесь пусто. Но у сталкеров вряд ли здесь термосы будут. У монолитовцев могут быть. Это, скорее всего, на той нычке, которая там дальше. Вернее, на стоянке. В тоннеле. А вот детали мы заберем, они по дороге. Канистра с бензином. Так, мне не канистра с бензином нужна. Вот, что мне нужно, я забрал, все. Пойдем в Припять. Наверное, монолитовцы есть, да? Или нет? Да, блин, думал пораньше начну лагать, не будет, а ни хрена, все равно лагает и пропуски кадров. Наверное, потому что воскресенье. Все в Ютубе. Сколько стримить? Ну, пока сидим. Может, часов 5 еще. Может, меньше. До вечера, короче. Круто.
А, ну и ладно. А ты сдохнешь или нет? Охренеть, контролеры, монолитовцы, все просто здесь. У меня сейчас вес закончится, да и все. Ты не уйдешь. Охренеть. Что тут происходит? Где эти контролеры, а? А, вы не можете двигаться. Круто. Что выбросить? Вот это выбросим. Да блин, мышка, ты достала меня. А он контролер. Ну конечно. Почему нет? Добегался. Тут еще один должен быть. Или его развалили? Оружие-то опусти. Да нет, его не развалили. Тогда где он? Вот так. Кто это тут решил моих? А, конечно же, блин, опять. Блин. Короче, я побежал к торговцу. Насрать на всех вообще. Сами разбирайтесь тут. Мне чисто не интересно, что вы тут придумали. Я пошел. Мне надо продать все. Я не могу так ходить. Не залутаться ни хрена. О, лютый похититель на свая. Ты чё придумал тут, а? Псины. Счастливо. Что тебя интересует? Меня интересует водяра по 600 рублей. Отдавай мне всю. Потом меня интересует... да ничего, все. Только продать осталось. Продать всякую ботву. Вот такую. Вот такую. Короче, все убиенное. Вот это продам. Вот это продам. Снайперки продам. Вот это продам.
Пулеметы, да ты хорошо берешь вроде, да, хорошо берешь. Вот теперь можно и полутаться. Здрав буди, выбросил устойчивый. Здорово. Псионик, да, псионик. Вообще, блин. А когда еще вместе с контролерами, они тут вообще весело. Здорово! Ты будешь уничтожен. Да нет, не буду, успокойся. Не поймайте. Да, бесперспективно. Ща, погодите, ща придут монолитовцы и вам наваляют. Metal Detecting UK. Hello, our Russian friend. Hope are you well. Hi, Metal Detecting UK. Yeah, I'm fine. And you? Все, пошли они туда. К аналитовцам в гости. Ну идите, идите. Вы тут залутали всех моих трупешников. А это значит, что теперь вас должны завалить. Мастер-наемник. Блин, всех обобрали, просто всех. Metal Detecting UK, yes, all well, thank you. That's nice, Metal Detecting UK. Здесь никого нет. А кто шмаляет? О, смотри. Это лолговец шмаляет. Походу, да. О, смотри, налутали там. О, сталкеров шатали. Не-не, вы сами разбирайтесь. Тут у нас кто? Тут зомбаки? Ну ладно, с зомбаками я сам разберусь. Круто, патроны кончились. А чем я стрелять теперь должен, а? Из пальца, может быть? У меня, в принципе, есть винторез. Вот скотина! А, мать! Вот скотина! Сталкеры с монолитовцами воюют. Опять у меня что-то радиоактивное. Что у меня радиоактивное-то лежит? Да вроде ничего. Странно. Кстати, еще один мох откуда-то взялся. Интересно. О! Красный лог. Был бы такой на оригинальном движке, уже все нахер вылетело. Завалил? Ну ладно. Можно туда и полутать пацанчиков. Не всех завалил, что ли? Ну чё скажешь? Ты там кого-то видишь еще?
Да. Походу развалили монолитовцев. Удивительно. Как это они смогли монолитовцев развалить? Они обычно даже себя развалить не могут, не то что монолитовцев. Ни хрена себе. Они понабрали тут. Сталкер. Пацаны, я с вами. Вы же меня защитите от злых монолитовцев, да? По-моему, ни хрена вы. Будете стоять как дебилы на одном месте, действительно. Так, этот куда-то полез, а это значит, что здесь кто-то остался. Блин. А, сталкер. Развалили сталкера. А кто его развалил, интересно? А, монолитовец развалил сталкера. На каком 64-битном делается ОП-2? На своем. Скорее всего, просто взяли поддержку 64-битности из ОГСР и прикрутили ее на движок ОП-1. Ну и чё мы стоим-то? Там твоего товарища валят. Чё ты стоишь здесь? Или там нет военных, я не пойму. Пойдем глянем. Кстати, контролеров нет. Военных, походу, тоже нет. Вот он, военный. Он отъехал. Вот еще один. Но это уже не военный, правда. Это уже фанатик. Как это вы все тут развалили их? Я не пойму. Как у вас получается? Вы же обычно даже поссать не можете, чтобы на штаны себе не налить. Даже броники есть, глянь. Скат 10. Насколько я помню, скат 10 по квестам нужен. У меня, возможно, даже опять и веса не хватит. Конечно же, у меня не хватит веса. Где рюкзак? Есть что-нибудь 0%? Да, есть такое здесь. Забираем. 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 И к торговцу опять. Свободовцы там пусть развлекаются. Ну что, товарищ, поторгуем? Конечно, поторгуем. Еще б ты не поторговал. Я тебе тут много всего принес. Очень много. Вот это продам. Вот это продам. Вот это забирай. Куртка 320 рублей.
Обрез 17 рублей, да, очень дорого. Вот калаши забери. Вот эти калаши забери. Снайперку забери. И пулемет забери. Да. Остальное надо тащить по барам всяким. И тому подобное. Снорки. Здорово. Меня эти микрофризы достали. То, что можно было сделать за одно попадание, растянулось на 4. Забрать все. У меня, в принципе, есть какие-то стволы по 5.56 тут хорошие. Что я не знаю. Хотя насчет хороших я, наверное, погорячился. Тут все говно убитое. О, это что, свободовец? Это военный. Развалили военного. Псевдопсины где-то. А где? А. Ну иди сюда. Ага, я понял. Откуда они набежали? Ай, выброс. Сопливый дикобраз выродился. Где я сохранялся вообще? А, ну охренеть, я еще даже не продал ничего. Ай, как мне это надоело. Только игра начнет нормально идти, обязательно какое-нибудь новое говно подкинет. Да, ни хрена не продал еще. Здорово. Не знаю, как люди играют в NLC 7. Там даже правки не сделаешь. Там чисто ты будешь страдать всегда. Все время просто постоянно будешь страдать. Снайперка. Удачи.
Если ад реально существует и там, короче, демоны людей пытают после смерти, то там по-любому отдельный котел будет, где заставляют играть в NOC 7 постоянно. Вечно. Просто вечно. Тебя заставляют в него играть. И все. Больше ничего. Ты просто играешь в NOC 7 вечно. И на этом все заканчивается. Кто это тут бегает такой, а? Сталкер. Свободовец. Слышь, свободовец. И почему я отъехал до сих пор? Объясни мне. Да там много кто будет в этом котле. Ну серьезно. Вот знал же о том, что выброс сейчас начнется, и опять сохранюсь, и хер пойми где. Удачи. Все, лаги постоянные пошли. Пропуски кадров. Куда это ты пошел, а? Зачем ты ко мне повернулся? А ну да, выброс. Не понял. Ну шо, свободовец, куда побежишь? Мне интересно. Ему чё, типа нормально, что ли? Ладно, я пошел тогда.
Ну, конечно. Почему бы не прибежать сюда? С другого конца локации. Надо ненужное скинуть. О, все. А где монолитовцы? Здесь вроде нету. Ладно, пойдем сначала разгрузимся. Потом ослепом ходят кабана, смотрят на одноглазую компанию морду. Слышь, Так. одноглазый, сделай рожу попроще. И давай рассказывай, где тут можно артефактов наковырять. А чё я СВУшки не продал, не понял? Информация Надо ж их продать. от ученых о том, что недавняя экспедиция вглубь зоны обнаружила опасную мутацию местной флоры. Ранее не опасные Так, сохраниться. теперь очень опасны. Иногда смертельны. Например, половка чернобыльская. Мутировала Мне срочно нужна ваша помощь. Один из бойцов долга скоро умрет от воздействия язда неизвестных мне кровососов. Ты уверен, что яд именно кровососов? Я так надеюсь, что больше никогда не услышу об этом. У обычных кровососов в железах, расположенных на их щупальцах, находится токсин, лишь парализующий жертву. Но у некоторых особей адских кровососов имеется яд, который они вводят в свою добычу. Через некоторое время жертва погибает. Это своего рода защитная функция, позволяющая убивать другие виды разумных живых организмов, которые сильнее кровососа. Этот вид крайне редко встречается на просторах зоны. Это познавательно, но время уходит. У бедняги осталось мало времени. К счастью, Костоправу удалось найти противоядие, но ингредиенты будет трудно раздобыть. Одним из них является фермент, содержащийся в ядовитом жале самок-скорпионниц. Они обитают лишь на болотах, а чтобы заполучить сами жало, придется действовать нестандартно. Убивать летающего мутанта обычным оружием нельзя, так как жало можно повредить случайным выстрелом. Вспоминаю, охотники Дэна как-то рассказывали, что мстители в борьбе с этими насекомыми используют дымовые шашки. Это идеальный вариант для нас. Охотникам однажды удалось подстрелить одного мстителя. Так вот, в его ПДА имелась заметка о том, что шашки хранятся на чердаке одного из домов хутора. Найди схрон и с помощью дыма истреби самых скорпионец. 5 жал будет достаточно для снадобья. Но будь осторожен, сейчас время спаривания, вокруг самок летает множество самцов. Они имеют яркую желто-зеленую окраску для привлечения самок. Сами же самки скорпионовых мух окрашены в красный цвет, ты их не спутаешь. Так, что там далее по списку? Цветок амелия. Это однолетнее растение и растет только в темной лощине. Я раньше собирал лепестки этого цветка для различных снадобий, но мои запасы кончились. Помню, месяц назад калмык нашел пару цветков, надеюсь, он их еще не использовал в своих отварах. Для противоядия как раз нужно 2 цветка. Сходи к нему, объясни ситуацию, думаю, он не откажет. Записал, помчался на болото. Охренеть. С Припяти на болото бежать. Блин. Не хочу, реально.
На тебе грабли снорков. Вот это забери. Чё? И вот это забери. Дело было в баре «Штиль». Случайно на выставке. Это забери тоже. Другими козлами. Ну, плечо... Коготь Венома 16500 просто. Просто 16500 за коготь. Они меня на понт стали брать. Пальцы веером, главное, рожу испортили. Ну, в таком случае, что я могу сказать? Тогда мы поступаем обратным образом. Во все стороны. Ты нам не груби, говорят, молодой. Забираем отсюда все, Знаешь, кем я что был я сложил. на земле? Да мне пофиг, говорю. Кем ты был там и кто ты тут. И вообще с ними противогаз, когда с людьми разговариваешь. А сюда, наоборот, выкладываем то, что я буду продавать. Поняли? Решили наехать на меня конкретно. Вот это, Ну и шлепнул я этих крутых. вот Стал это шмонать. вот Броники это. старые, дырявые, видать, с трупов сняты. и Стволы снайперки. старые, разболтанные, Да видать, блин, ну... кто-то выкинул. В рюкзаке Ай. 6 батон и 6 патронов. Тупая мышка. Крутые. Кстати, вот. Одни сталкивают водку и думают, что она снимает напряжение. Ну а дальше сюда идем. Вот так вот. Не удивлюсь, если сейчас этот калмык скажет: у меня цветков нету, херач в темную лощину, сам собирай. Ну да, чё бы нет. Надо же обязательно погонять. Потом сделаем противоядие, оказалось, что он отъехал. Круто? И что здесь происходит опять? Ага. Ага. А какого хера мы здесь делаем, а? Ну-ка, объясните мне. Какого мы все здесь делаем? Еще наемники. Главное, чтобы они Захара не вшатали. Долговец. Ни хрена себе долговец, ты баклажан. А где наемники? Ага. Вот где наемники. Получена информация о тайнике. Во, информация о тайнике. Терпи, брат, сейчас чинится. Блин. Помогите! Даже залутаться нормально не могу, вообще. Что за жесть? Быстро, быстро, быстро. И тут наемники, и там наемники.
Что происходит в этом баре? Пойдем, короче, к Петренычу сначала. Скинем ему ненужное. Потом уже заберем вот это вот все. Лекарство для кота. О, сдадим как раз лекарство для кота. Так. Торгуем. Торгуем, Петреныч, быстрей торгуем. Форт 12, гроза. Валы. Калаши. Все забирай. Все забирай. Не знаю, вот это еще забирай. Вот это еще забирай. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Пойдемте заберем то, что я выложил. Бот Николай, здорово, удачной игры. Здорово, бот Николай. Благодарю. Так, котяра, теперь твоя очередь. Мразь ты ГБшная. Кот, скорей забирай эту хрень. Ты про что? Я говорю, бери свои лекарства, а то еще немного, и я сам харкать кровью начну. Принес? Вот спасибо, давай его сюда. Слушай, я просто не могу тебя не отблагодарить. Смотри, вот костюм есть, как у меня, только улучшенный, с усиленной защитой от разрыва. Держи, он твой. Как наше дело, кот? Сейчас, подожди. Сохранка. Есть у меня информация кое-какая, надо бы проверить. Что там у тебя? Недавно вот опять группу монолитовцев заметили на агропроме. Слушай, надо найти их, в конце концов, надо же разобраться, что происходит. Вот бы нам языка раздобыть. Языка раздобыть это, конечно, хорошо, только вот эти ски живыми не даются. Ладно, попробую. Да, это там заложники у нас. Как у кого делишки? С ютубом все очень хреново, лагает, пропуски кадров. Стрим в качестве не могу постримить, блин. Думал, пораньше начну, будет нормально. А нихера. А нихера. Сегодня наоборот. Все еще хуже. Заданий нет. Бармен. Ты мне что скажешь? Ты ничего не скажешь. Ну что, дружище, как оно? Ты что скажешь? Короче, что я у вас спрашиваю? Вы мне ничего явно не скажете. Вот сюда вот скинем стволы. Вот эти вот. Вот эти вот. Вот эти вот. Вот эти. Вот так вот. Ремингтон 870 экспресс, думаю, оставим. Возможно, это что-то годное. И пистолеты надо забрать. Зачем я их сюда скинул? Да, вроде чутка заметно. Ну да. Вот так вот. Сегодня. Да что сегодня? Вот три крайних стрима, вот все с лагами. Нормально вообще не постримить, не знаю. Что с ютубом происходит? То ли из-за этой китайской шняги все по херне пошло, не знаю вообще. Может быть, вполне. Забирай вот это. Броник еще надо сюда выложить, это ж на продажу. Черный бандитский плащ тоже выложим. Остальная броня. Вот это, вот это, вот это и вот это. Подожди, комбинезон наемника. Зачем я скинул? А ладно, пусть будет. Патроны. Не, сначала оружие.
Беретта. Вот это выкладываем, вот это выкладываем. Давай, знаешь что, АКМ Мечта возьмем. Я хотел его попробовать. АКМ Мечта. Вот. И здесь нам нужен на него УСП-1 тюльпан. Такой. УСП-1 тюльпан. Есть. Где он? Подствольник цепляется? А подствольник-то не цепляется. Вот это уже печально. Патрончиков сейчас наберем. И, кстати, винторез пока скину. Патроны у нас тут идут 7,62 на 39. Вот эти. Отлично. Некоторые каналы, я смотрю, вообще не стримят, хотя раньше часто стримили. Думаю, это как-то связано. Ну да, в принципе, кому понравится стримить в говно качестве, потом в записи говно качество будет. Блин, ну не прекращать же уже из-за этого стрима. Так, ладно, давай остальное скидывать. Артефакты. Тут, кстати, надо из контейнеров-то повыкладывать. Вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это. Нет, вот это не надо выкладывать. Вот это. И все. Патроны. Артефакты. Каменный цветок, капля, медуза, мох. Мох тоже выкладываем один. Зачем мне два моха? Стальной колобок, чешуя, эмбрион пси-собаки. А, патроны не выложил, слушай. Вот эти, вот эти, вот эти. Вот эти. 5,45 на 39. Все, 5,45 на 39 закончились. 7,62 на 54. Это все выкладываем. Гранаты. Вот эти тоже выкладываем. Импульсные гранаты. А вот остальное уже сюда. Армейская аптечка. Бинт. Водка. По-моему, мне больше водка не нужна с собой таскать. Части мутантов. Дальше. Термосы. Бутерброд 61 штука, охренеть. Консервы. Коробка транзисторов. Термос. ПДА. Пиво. Батон. Вот это. Вот это. Вот это и вот это. Разгрузился по полной. Ну а теперь пойдем на кордон. На кордон мне что-то надо взять вообще. Давай посмотрим. По поводу кордона. Да нет, если ты перестанешь стримить, я за 3 недели плесенью зарасту. Но это не от меня зависит. Я стримлю по наличию времени.
Есть время, стримлю. Ну, если не будет времени, то извиняйте, чё. Мешок плана не забрал, молодец. Скальп контролера найти. Не знаю, когда я это смогу найти вообще. Блин, этот квест на Грома мне все планы поломал на сегодня. Собирался X16 пройти, X10, по сюжету солянки идти. Нет, блин, бегай по всей зоне, как дебил. Лекарства готовь для этого Грома, потому что он сдохнет в противном случае. По-моему, там 2 суток дается. Или вообще сутки. Я не помню. Вон, блин, сколько всяких этих. Дымовые шашки, помощь калмыка. А, отыскать в лощине цветок Амель. Все, он нас в лощину отправит, круто. Еще и в лощину переться. Дебилизм, дебилизм, дебилизм. Просто дебилизм. Карту-то я скинул хотя бы, да? Скинул? Скинул. Короче, мне не надо ничего на кордон нести. Так что Слушай, пойдем. устал я. Не до разговоров мне. Ты дебил просто, а не устал. Так. Медикаменты, научная, ой, армейская аптечка. Тебе сюда нельзя. На. Вали отсюда. Вали. Так, это Припять, вот это кордон. Пока грузиться будет, я отойду.
Погнали. Так, ну здесь ничего не изменилось. Пойдем к Пидоровичу. СМС-ку получил. Какого рода задание? Это задание личного характера. Не понял, что значит личного? А то и значит. Слушай внимательно. Шустрый после того, как ты его спас, пришел ко мне. Он рассказал о том, как его взяли в плен. Находясь у бандитов, он слышал, как они упоминали сталкера Лешего. Мол, это именно он вывел бандосов на Шустрого. Этого урода я знаю, пересекались как-то. Провернули в прошлом пару выгодных делишек. Тебе нужно передать ему привет от меня. Смекаешь? Для особо одаренных, поясняю, вальнуть его нужно. Не хрен на моих курьеров всяких отморозков натравливать. Все это время я пытался выяснить, где Леший сейчас находится, но ничего не вышло, он будто испарился. Остался последний вариант. Доцент в баре может вычислить местоположение любого сталкера, имеющего ПДА. Надеюсь, с ним ты уже познакомился, сходи к нему. Логин, по которому я в последний раз общался с Лешем, скинул тебе. И сделай все без фейерверков, а не как обычно. Половину комплекса разнес на агропроме, Рэмбо чертов. Но это как получится. Я берусь, передам твой привет. Ну, оказывается, у него еще и квестик для нас есть. Вот это я удачно зашел. А что за сломанный экзоскелет монолита, Даш? Говно. Говно. Давай М14. М14. Ага. Вот так. Все. Готово. Пойдем теперь на болото. Такое себе. Из-за одного квеста все планы поломались. Круто. То, что надо. Здравствуйте, товарищи. Что вы мне хотите сказать? Или не хотите? Так, экзоскелет наемников, печенек. Блин, ну нет. Нет. Калмык, Василий, Дэн. А, ну мне в лощину все равно надо идти. Там задание, короче, Дэна. Там эти детали лежат, радиодетали. А вот, кстати, школьники набежали. Ну, что я могу сказать? Бывает. А вы что думали? Все будет так просто?
Пойдем испытывать АК. Ой. Мечта. Да, с такими лагами я даже не попал в него. Так. Кто еще остался? Да чё вы все позаныкались? Чё, ссыте, что ли? Ой, маманя! Конечно, ссыте, чё я спрашиваю. Только я мог умудриться попасть в воду. Калмык. Лаги пошли. Да они уже давно идут. Уже давно начались лаги. Снорки там. Делайте ставки, кто победит. Поздно. Поздно делать ставки. А снорки-то не все. Еще остались. Ничего себе, его быстро развалили. Как так-то? НПСы прям на глазах растут. Неужели они не просто мясо на корм собакам? О. В смысле сколько часов? Ты же на начале был. 2 часа. О, там война вообще. Война за насвай. Похитители против непохитителей, короче. Ух, ни хрена себе. Побоище. Походу ничья здесь. Мне нужны 2 цветка Амелия. Доктор сказал, что они у тебя есть. Тогда док должен был рассказать, что заполучить цветки не так-то просто. Я неделю бродил в темной лощине в их поисках. Зачем они тебе понадобились? Один хороший человек умирает. Амелия нужна доку для создания противоядия, как и жало-скорпионец. Кстати, где их можно встретить? Самки и самцы скорпионовых мух часто летают вокруг заброшенного хутора, в радиусе примерно 200 метров от него. Так, а насчет цветков, боюсь, у меня остался только один. Второй я использовал в снадобье, который сейчас готовлю по старинному рецепту своей бабки. Ну хорошо, я отдам тебе последний цветок и расскажу, где в лощине можно еще раз добыть эти цветы. Но попрошу выполнить небольшой просьбу. Ну, конечно же, блядь, ты попросишь. Че я не сомневался даже. Мое снадобье почти готово, но мне не хватает кое-каких компонентов. А точнее, печень летучих мышей. В зоне их не встретишь, зато крыланов полным-полно. Они часто летают на полянке с разбитыми лодками, что на востоке отсюда.
Самому отстреливать мутантов некогда. Зелье варенья не терпит ошибок и требует постоянного контроля над варкой и количеством добавляемых ингредиентов. Насобирал бы ты для меня ливеры летучих бестий, штук 5, потом сочтемся, лады? А Амелию стоит поискать в южной части лощины. Недалеко от дороги на кордон имеется странная аномалия. Небольшие островки земли, вырванные из грунта, парят прямо в воздухе. Вот на одном из островков часто вырастает разыскиваемый тобой цветок. Остерегайся скорпионец, я нередко встречал их в тех местах. Это труда не составит, но займет какое-то время. Конечно же, ты меня попросишь. Я даже не сомневался. Вот туда нам надо, вон они летают все. Ай, тупые педики скинули меня в воду, пошли нахер. А, ну молодец. В принципе, сам спрыгнул нормально. О, да. Действительно. Сдохни. Как же, вот серьезно, как вы достали все? Стоит мне только что-то начать делать, все вы сбегаетесь, блядь, со всей локации. Это еще и не все, ну круто, чё. Бюреры еще остались. Так, ну антикиллер, слушай, пора стрелять. Пора стрелять. Где этот педик? Кто там бегает? Ну, конечно же, он спрятался. А вот, кстати, еще... Три печени я нашел. Но надо еще. Давай на вышку залезем, что ли. О, понятно. Почему бы и нет, действительно. Ой, что, не понравилось тебе, да? А как тебе выстрел в жопу? Я думаю, ты будешь не против, если я тебе отстрелю кое-что ненужное. Кто у нас тут? Ага. Буллер. Там псины. Да, красота здесь вечером, реально.
А это у меня еще средние настройки графики, даже не максималки. Погоду хорошую добавили. Надеюсь, теперь там можно разобраться с этим вопросом без проблем. Опять придется в радиацию прыгать. А что делать? Эти педрилы мне трупы не дали обыскать. Вот. О. 4 печени есть. Ну, конечно же, 5-й печени я не найду никогда здесь. Действительно. Квест на янтаре и потом в лабу. Ну, давай. Проходи. Проходи, не задерживайся. Тут еще должны быть где-то эти крыланы. Но я никого не вижу. А, вот есть. Есть. По-братски, будь с печенью. Ах ты педик. Конечно же, ты без печени будешь. Ладно. На самом деле это не проблема, потому что я помню, что я Дэну оставлял в нычке печени. Там еще должны остаться. Пойдем и заберем. Ух, радиация опять. Ну да. О, смотри, кто тут? Потом на склады, потом на радар. Ну а ты как хотел? То есть серьезно, ты будешь за мной бежать, да? Какой-то неадекват, реально. В общем, на всю голову отмороженные. Телевизионщики такие. Да, такое искреннее возмущение, прямо скажем, заставляет задуматься. А что вы можете сказать о... Печень крылана. Вот, 5 штук. 5 штук, да? Все, 5 штук, отлично. Что у меня еще есть? У меня есть рука карлика. Не, ну в принципе у меня так ничего особо и нету, то есть... Хвост псевдособаки можно скинуть. Хотя зачем? Так, ну ладно, раз такое дело, пойдем теперь сходим на хутор за дымовыми шашками. Дымовые шашки нам нужны. Ща, погоди, я подойду, я тебя постреляю из подствольника. Ща, погоди. Сейчас я подойду. Сейчас я подойду. Что, закончились Мстители? Внезапно, да? Не понравилось вам? Нет. Не закончились. Смотри. Что у тебя тут, Штейр? Это я возьму.
Так, на чердаке, да? Не знаю, конечно, на каком из чердаков. Надо искать. Вот здесь, возможно. Или вот здесь. Короче, это 100% будет тот чердак, куда нельзя залезть по лестнице. А, ну в принципе сюда тоже нельзя залезть по лестнице. Да. Ладно. Вот так залезем. Тут тоже пусто. Тут, в принципе, вон на этой крыше что-то есть тоже. Давай глянем, что тут есть. Ящик и ящик. А вот, кстати, и дымовые шашки. Вот они тут. 15 дымовых шашек. Так, что он нам показал, где надо искать? В радиусе 200 метров от старого хутора. Это какой? Это вот этот? Или вот этот? Где? Ага. Добыть жало с помощью дымовых шашек. Как их использовать? Просто выкладывать? Затем взрывать, да? Ну, наверное. Только вот возле какого хутора они, по-моему, вот того, да, сгоревшего. Еще мне нужен ствол с этим. С автонаведением, чтобы их отслеживать. Так, тут эти. Тут пауки. Guerrero Detector, saludos dejando mi super like. Saludos Guerrero Detector, saludos desde Rusia. Gracias, muchas gracias. Никого. Опачки. Просто так мухомор катится. Никого. Здесь никого. Ничего не вижу. Просто пусто и все. Но это калмык. Только что он так далеко детектится? О, вот они. Вот они. Погоди, погоди. Сейчас решим вопрос с этим. Где я тут выкинул шашку? Твою медь. В них, блин, стрелять нельзя. О, великолепно.
А, ну понятно. А почему вы не дохнете, ёб твою медь? Да вы уже отъедете, серьезно. Сюда иди быстрей. Им насрать. Им просто насрать. А эти дымовые шашки... А отъезжать вообще не собирается. Понятно, у меня нет бинтов. Аптечек, блин, 7 штук осталось, охренеть. Что делать? Кровотечение минус 500%. Еще есть на минус кровотечение? По-моему, нет у меня ничего больше. Помогает, слушай. Вопрос можно узнать по игре. По какой игре? По какой игре ты хочешь узнать вопрос? Ай, блин. Че я хотел? Я хотел нацепить артефакты на химический ожог. Вот. Вот так. И вот так. Ну все, да, нормально. Это снимаем. И экзач починить. На хутор, на крышу дома беги. Да ладно. 1. Два. Что, все что ли? Маловато.
Почему не появилось достижение? Не знаю, почему не появилось достижение. Я вообще на эти достижения не парюсь, потому что они бесполезны абсолютно. Они не нужны никому. О, зомбаки. И снорк. О! Смотри, кто прибежал. Вернее, прилетел. Да подожди ты, снорк, успокойся. Или скорпионницы, подождите уже. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою медь. Твою медь. О, великолепно. Ну шо, дебилики? Четыре добыла и 1 круглов. Я не знаю, я никогда его не получал вообще. Вообще никогда. А зачем тебе это достижение? Объясни, оно бесполезное. Блин, ну контролер еще теперь, да. Правильно. Контролер еще сейчас появится. Почему бы и нет? Вот где он? Где контролер-то? Вон он, контролер идет. Бабка-контролерша. Из троллейбуса. Это она. Это она. Очень опасно. Опасная бабка-контролерша из троллейбуса. Есть. Так, ну что тут у нас по поводу дымовых шашек, а? Делаем вот так. Вот она, дымовая шашка. Еще. Жидкий пердеж раскидываем. Почему никто не отъехал? Что за бред? Куда б мне так залезть, чтобы реально все работало? Одна осталась. И, конечно... Вы чё, зомби? Не надо мне радиацию тут.
Где остальные зомбаки? Куда ушли? А, не свалили. Ну ладно. Понятно. Радиация из нихера. Ясно. Круто. Сколько у меня этих жал? У меня 4 жала. Мне, блин, еще одно надо. Только у меня может шашек не хватить. Пойдем вот здесь пробежимся. Возможно, здесь будут. Артефакт награды. Да зачем тебе это живое сердце? Потом сваришь. О, еще скорпионица. Хорошо. Хорошо. А остальные прилетят? Не верю, что тут только 3 штуки. Быть такого не может. Откуда лучше скидывать? Не знаю. Давай попробуем на дерево залезть. Типа вот, не знаю, отсюда как бы. Четыре шашки-то надеюсь хватит, а то если не хватит, это будет жопа. Раскидываем жидкий пердеж. Куда упала? Не понял. Куда упала шашка? И куда шашка упала? А, они все отъехали. Тут у нас это только зомби остались. Есть. 5 штук собрал. И мне шашек даже хватило. Вот это я понимаю. Теперь можно бежать. Ой, блин, опять радиация. Так, давай, радиация, выводись, потом арты поменяем на поясе. Радиация, выводись. Готово. И здесь нам нужно вернуть вот эти арты, все. Поехали. Пауки бегают. Ага. Ясно. И кабанчики.
Пауки и кабанчики. Серьезно, они за мной бегут? Как обычно, чё? О, паука завалили. Чё, бегут? Не бегут? Странно. Погоди. Я же ему насобирал 5 этих. 5 печени, и чё? Не понял. Или ему не 5 надо? Отыскать в лощине цветок амелия. Или сначала цветок отыскать надо, вообще непонятно. У меня есть 5 печени. У меня есть 5 вот этих. Он со мной не базарит. История. Так, печени. Насобирал бы ты для меня ливер и летучих бестий штучек 5. А Амелию стоит поискать в южной части лощины. Ну, я не знаю, слушай, у меня есть 5 штук, но он ничего не говорит. Почему? Хз? В танки, что ли, катнуть? Чую, жопа сгорит от рандома. А я никогда не играл в танки. Ни разу вообще. Да и желания как-то особо нету. Раньше играл бомбила. Угу. Ну а чё ты хотел? Это тебе не правки в сталкере делать. Там правки не поделаешь. Спавнеров тоже там нету. Так что чё ты рассчитывал? Какие сообщения кто удаляет? Какой бот? Никто твои сообщения не удаляет, алло. Грибочки волшебные. Не знаю, написано вернуться к Калмыку. У меня, в принципе, есть сохранка там, если чё. Взять у Дэна пси-шлем. Идем, короче, в лощину. Нам все равно туда надо. ОБС, ты дебил? Какой кодировщик перегружен? Ты чё, дурак, что ли?
Я в курсе, Харон, что ему печень крылана нужна. Он не берет печень крылана. У меня 5 штук в рюкзаке, он не берет. У меня на 8.2 часто вылетало по памяти. Часто вылетало на болотах в Юпитере, зато не из-за нехватки памяти. И где еще группировка Фурии? Когда я себе делал старую правку на 5 тонн переносимого веса, то вот если я набирал больше 1000 килограмм, у меня начинались вылеты по памяти. В этом прохождении у меня 500 максимум стоит. И ни разу у меня не было вылета по памяти. Зависало, да, иногда, но вот чтобы вылет по памяти был, такого вообще ни разу не было за это прохождение. Чё в лабе под темной долиной? Читеров в танках много. Неплохо. А, ну да. Убийца фантомов. А, я понял, это типа все фантомы, короче. Это типа все фантомы, поэтому на них не действует аномалия. Так, момент. Вот так лучше. О, началось. Вес дефолтный стоял? Ну не знаю, значит у тебя комп слабый. Что я могу сказать? Не, нахер полтергеев. Мне только полтергеев тут и не хватало. Так, я вижу лютых похитителей на свая. И химер. Здесь полный комплект. Вот он, цветок Амелия. Сфоткать надо кого-то? Не надо? Печально. Так, кого еще здесь надо развалить? Наемников каких-то надо развалить, но это скорее всего где-то тут. Там, кстати, даже какие-то стволы лежат. И вот сюда надо сходить. Радиодетали. Давай, я думаю, мы сначала за радиодеталями сходим, типа. А уже на обратном пути пойдем по дороге мимо заправки. Здесь никого нет. Здесь никого нет. Интересно, есть кто-нибудь на лесопилке? Или нет? Ну, вроде что-то прогружается. О, да.
Да, бандюки. У нас тут бандюки. Ха. Бандюка развалили. Ща, погоди. Двое. Бывает. Стрим идет вообще? Что-то я не пойму, я перезапустил ОБС и не пойму, идет трансляция вообще или нет. Но тут вроде ничего интересного нету. Сейчас я сам гляну. Вроде идет стрим. А что за сейф? Ни хрена, что тут лежит. Это все мне? Хороший тайничок. Core i7. Че, 16 гигов оперативы? Ну, не знаю тогда. Возможно, тогда из-за движка. OP 2.1, он же стоит с 32-битным движком. А он в любом случае не видит больше 2 гигов оперативы. Так что, может, из-за этого. Чё, покатаемся? Где дорога-то? Я дороги не вижу. И чё? Кто-то мне что-то сказать хочет? Подгрузки постоянно идут какие-то. Где? У меня сейчас, что ли? Или где? А, я не помню, как сюда залазить, поэтому залезу старым дедовским способом.
Где тут у нас должны быть эти пластины, а? Пластины, пластины. Пластины. Ну, в сортире вряд ли они будут лежать, а вот здесь вполне могут быть. Только вот где? Блин, слушай, я не знаю. Ну, то, что радиодетали здесь есть, это я вижу. А вот где пластины? Где их сныкать могли? Здесь? Здесь нету. Хрен его знает. Серьезно. А, даже так? В ящик запихнули? Ну хорошо. Или ты про стрим говоришь? Если ты про стрим, Антон и Штваник, то это потому, что YouTube лагает. У меня пропуск кадров опять как, ну, в прошлые стримы. 65% просто улетает в никуда. Просто 65% в ноль. Сейчас нормально? Да нет, не нормально. Все так же осталось. О! Отправляемся в космос! Твою мать. И не надо в кусты. Слушай, ну я не знаю, я куда-то приехал, здесь никого нет. Это значит что? А значит, где-то в другом месте эти товарищи. Это значит что? Что придется нам ехать хер знает куда. Севдыч. Не хочу аномалию. Да, на машине явно побыстрее будет. Если никуда не влечу. Ой, ё! Твою медь. О! Спаун какой-то произошел.
Отвалите от меня, пожалуйста. Фу. Приехал в самую жопу. Ах вы педики, вы мою машину покоцали. Вы знаете, что вам за это будет? Так, надо в первую очередь контролера выпилить. Фу, блядь. Я же тебе говорю, Антон Иштваник, это глюки Ютуба. Я ничего не могу сделать. Понятно. Ну, естественно, этих наемников засунули в самую жопу, чтоб уж точно с гарантией. Потратил на это кучу времени. Почему нет? Вот у нас еще есть. Вообще тут два трупешника. Тут у него печенек есть. И карта. Кофе, черная карта. Это я забираю. Это я тоже забираю. И у тебя я все забираю. Ну все, теперь обратно поехали. Я надеюсь, она не взорвется, пока ехать буду. Это было бы печально. Печальный сохрану машины, конечно. Ну так хотя бы побыстрее. Бюрер. Да твою медь! Ты издеваешься? Что происходит? Что делать теперь, а?
Ёб твою медь. Полетели. Понятно. О, все началось. О, жесть. Все залагало. Залагало. Все. Все. Называется, залетел в кусты на тачке. Все. Игра сдохла. Понятно. Я даже ничего сделать не могу. Просто помянем. Охренеть. 1 кадр в 10 секунд. Это просто жопа. Из машины выйти не могу. Ничего сделать не могу. Просто помянем. А ну смотри. Ага, ясно. Дальше мы не поедем, все. Дальше мы не поедем. Хорошо, что я сохранку сделал. Мы ехали, ехали и наконец доехали. Третья передача. Четвертая. Охренеть, как темно. Как в жопе у негра. Не-не-не-не-не. Только не аномалии. Твою мать, ненавижу эти воронки тупые на дороге. Нормально же ехали. Хотя хорошо, что я сохранку сделал под мостом. Хоть опять не надо из самых ебеней пилить. Круто. Теперь здесь электро. Ладно, электро мы как-нибудь объедем, наверное. Надеюсь. Это-то ты в состоянии сделать? Я, правда, ни хрена не вижу, но а что делать? Кровосос. А, ну да. Буллер еще вдолбани по моей тачке. Почему бы и нет? Да, на 4-ю передачу. Педаль в пол. ПНВ включить не могу. Ёпта. Осторожно.
Тут завалы всякие. Блин, я чисто по приборам еду, я не вижу, куда я еду. Ой, я с дороги съехал. Ну, наконец-то. Добрался. А до утра нельзя ждать. Этот, скорее всего, отъедет. Васян. Потом еще и опять в Припять пилить. Вот это, конечно, квест так квест. Контент, который мы заслужили. Пойду-ка я себе лучше попить налью. Все, погнали. Опять на болото идти. В Калмыку. Потом в Припять. Ну да, чё бы нет-то. К Дэну, кстати, тоже зайдем. Надо ему флешку отдать. Тихо, пусто, никого нет. Это неплохо.
Ничего, конечно, не видно. От чортівня. Я оце дупою, мабуть. Ну, к Пидоровичу мне не надо вроде. Ты что скажешь? Ничего. Ты тоже ничего не скажешь. Кто-то ошивается здесь. Рядом с переходом прямо. Со стримом все вообще печально. YouTube лагает по жесткому. Хоть вообще, блин, не стрим, реально. Первые стримов 13 нормально все было, реально. А сейчас вот просто вот каждый стрим, просто вот реально лаги Ютуба и пропуски кадров вообще страшные. И никак это не исправишь. Что происходит? Вернуться к Калмыку. О, ну хоть так сделаем. Точно. Слушайте, отвалите, а? Я вас трогал. Или вам жить надоело? Потрошитель из меня не очень, торопился сильно. Сам рассортируй, какие печенки не повреждены, а каким место на помойке. Отходов у меня не остается, все идет в дело. И крылья летучих мышей, и сиськи женских зомбарей. Забирай цветок, доку привет передавай. Минутку, а вот это снадобье лично для тебя. И нафига оно мне? Это зелье поможет тебе лучше познать свою сущность. Оно покажет тебе, кем ты являешься на самом деле. Рецепт данного снадобья хранится в тайне и передается от знахаря к знахарю и из века в век. Моя бабка настоятельно рекомендовала давать его не абы кому, а только тем людям, которые не могут найти свой путь в жизни. Глядя на тебя, я думаю, что ты именно такой человек. Ты вечно в поисках того, чего сам не понимаешь. Твои мечты о другой нормальной жизни вне зоны не дают тебе покоя. А твои страхи навсегда потерять надежду на ее приобретение придают силы двигаться дальше навстречу неизведанному. Выпив лекарство, твой разум очистится, а сознание перейдет в иной мир. Прости, что-то меня накрыло сильно. Это все от того приготавливаемого мной зелья. Но надышался я им изрядно, когда готовил. Слушай сюда, через несколько секунд после первого глотка ты отрубишься. Как долго пробудешь в этом состоянии, зависит от самого человека. От пары минут до пары часов. Чтобы за это время не стать ужином для какой-нибудь здешней твари, советую найти безопасное место, где-нибудь повыше. Думаю, водонапорная башня будет в самый раз. Я, конечно, не предупреждаю делать это прямо сейчас, но не тяни с дегустацией. Потом придешь и расскажешь о своих ощущениях. Охренеть. Только собирался с болот сваливать, и вот тебе опять.
Не тянись с дегустацией, водонапорная башня, все понятно. Ладно, давай. Пойдем на водонапорную башню. Прям вот сейчас и пойдем. Угу. Чё вы за мной привязались? Я вас трогал? Вот и вы меня не трогайте. Прицепились тоже мне. Сейчас будем волшебное зелье принимать. Понятно, конечно, что он туда намешал. Здесь меня точно никто не потревожит. Сейчас опробуем, что там наш знахарь забодяжил. А. Он даже у меня не спрашивал. Гадость же. Что за дрянь мне подсунул калмык? Угу. Шо? Волшебное зелье. Чё? Где мои батончики? Чего? Что? Что это, блядь, было? Где мои батончики, он сказал? Какие батончики, дебил? Что происходит? Это, блин, веном. Это звуки венома. Шпрек, а ты где? Чё? Угу. Весело. Ух ты ж ё, это что сейчас было? Блин, у меня тот же самый вопрос. Где мои батончики еще таким голосом? Что это вообще было? За наркозелье. Да, калмык явно чем-то не тем занимается. Да, правильно, в воду ныряй, радиации хватани. Почему бы нет? Где мои батончики? И какого лешего я поддался на твои уговоры попробовать снадобье? Ну и как оно? Что ты видел? На вкус как портянки свежести. Добавь в рецепт лимончик и пару ложечек сахара. А от увиденного у меня нет слов. Мне приснилось, будто я в теле монстра бегу в поисках добычи. Приснилось? Это был не сон. Неужели ты ничего не понял? Зверь, который был заперт внутри тебя, благодаря зелью судьбы, вырвался наружу и показал свое истинное лицо.
Вот что произойдет, если ты отступишься и сойдешь с дороги благодетели. Твоя ярость уничтожит всех на твоем пути. Я понимаю это видение именно так. Остерегайся вступить на темную сторону и запомни, никому не скрыться от своих страхов, потому что они живут в нас и всегда знают, где нас найти. Да, зелье судьбы, ага, как же. Получен предмет перо. А перо нам пригодится по квесту для Драгунова. Да. А так и что теперь? Теперь надо сходить к Дэну. Надо к Дену сходить. Отдать ему флеху. Пока я еще на болотах. Подожди, а куда я иду? Мне куда надо? Сюда? Наверное. Ну да, в принципе, правильно. Ненавижу по ночам бегать. О, лютые похитители насвая. Отвалите, у меня нет насвая. Я не по тем делам. О! Отвалите вы от меня, идите вон к калмыку, это у него там всякие непонятные отвары, блин. Выпьешь и глюки ловишь. Да бегу вообще непонятно. Бежал по одной дороге, прибежал по другой вообще. Дэн, вот флешка, нашел у наймов. Глянь, подойдет? Ну-ка, дай посмотрю. Ага, так, то, что нужно. Подожди, сейчас шлем настрою и отдам тебе. Вот, держи. В общем, шлем настроен и должен защищать тебя от всеизлучения. Но сам понимаешь, тесты не проводились, так что... Надеюсь, все нормально. Удачи, меченый. Ну да. Тесты не проводились, значит. Лучше провести тесты прямо сразу на меченом. На ком же еще-то? О, ящичек. Пустой ящичек. Пойдем типа обратно. Что я могу сказать? Подожди. Блин, я обрез выложил. Заканчивать, наверное, буду скоро. С такими лагами вообще стримить не вариант. Битрейт просто в говно просаживается и все. Вообще ни о чем.
Что я тут понабрал вообще? У меня, конечно, есть пара 104-х. Но я думаю, мы их сейчас скинем. Просто в нычку и все, даже продавать не будем сейчас. Опять наемники здесь. Вы серьезно? В этом адекватные вообще или что? Ты покойник! Ой. Что вы будете делать? Пойдем разбираться. Один наемник. Но это немного, в принципе. Вот это скинем. Сюда вот это скинем. Рюкзак полон. Круто. Что делать? Так, патроны. Дымовая шашка. Вот это скинем. Вот это скинем. Вот это. Все. Комбинезон сталкера ветеран 2. Нулячий. Артефакты. Колючка. Перо. Переносимый вес плюс 5 кг. Электрический микроб. Обвесы. Медикаменты. Водка. Аптечек у меня 5 штук. Очень мало. Надо хотя бы штук 20 взять. Части мутантов. Глаз плоти можно выкинуть. Железу пауку. Не, подожди. Наверное, надо попродавать. Нет? Рука карлика. Стопа снорка. Вот это возьмем. Вот это возьмем. Вот это. Не, коготь химеры, по-моему, кому-то нужен. Копыта кабана. Рука бюрера 32 штуки. Рука излома. Рука псевдогиганта. Кстати, руки псевдогиганта, по-моему, на что-то будет менять фанат. Что еще? Я тебе сейчас зависну. Так, игральная карта. Мухомор. ПДА. Текстолитовая основа. Точно, можно же отдать ему вот эти все части. Харон. Есть кто? Да, кто-то есть. Кого-то нет. Моток медной проволоки. И упаковка конденсаторов. Отлично. Не знаю, не вижу никого в чате.
Так, теперь мне нужна аптечка армейская, чтобы пройти. Принести радиодетали доценту. Ща, погоди. Сначала надо забрать то, что я продам в Припяти. Это у нас пулеметы. Это, кстати, тоже заберем дробаши. Да что за хрень опять зависла? Кто тут спавнится все время? Винчестеры. Да что за говно? Протекта. Охренеть, беру что-то из рюкзака и у меня зависает. Чисто зависает просто и все. Это что-то ненормальное. Броники. Все. На, держи. Проходи. Вали отсюда. Вали, вали. До первой аномалии. Так. Доцент. Вот все, что было в твоем списке. Здорово, хотя надо будет проверить, не сели ли конденсаторы. Это меня не касается. Ты обещал мне за детали отдать свой запасной набор. Я свое слово держу. Вот он, забирай. Спасибо за помощь. Бывай. Ну и все. Артефакт кокон получен. Что он делает, надо будет посмотреть. Доцент, есть срочное дело. Нужно выяснить, где сейчас находится сталкер по прозвищу Леший. Не спеши, не все так просто. У тебя есть его логин? Да, записывай. Сколько времени это займет? Подожди минутку. Ага, вот оно что. Похоже, что маячок в этом PDA кодированный. Для взлома потребуется модуль-дешифратор, но самого девайса у меня нет. Я попробую кое с кем связаться, возможно узнаю, где достать модуль. Но не гарантирую, что получится хакнуть маячок. Да и это все будет напрасно, если не решить вопрос с радиоглушилками. Не удивлюсь, если не слышал про них. Совсем недавно наемниками в разных частях зоны были установлены непонятные устройства, создающие сильные помехи в радиоэфире и искажающие большинство радиосигналов. Текстовые сообщения передаются с задержкой и сбитыми пакетами. Никто толком не знает, что это такое и для чего предназначено. То ли сканеры, то ли передатчики. Но факт остается фактом. Эти хреновины нарушают связь на огромной территории. Долговцы на свалке уничтожили одну такую глушилку, установленную на недостроенном здании, так как связь с блокпостом сразу восстановилась. Если хочешь найти своего лешего, то тебе придется уничтожить эти радиоглушилки, иначе дешифровать сигнал не выйдет. Я поставил метки на твою карту, на те районы, где было зафиксировано наибольшее количество случаев радиоэлектронного подавления. Судя по всему, данные устройства расположены на очень высоких зданиях и объектах для большего радиуса покрытия, поэтому захвати с собой винтовку с хорошей оптикой. Находить и уничтожать – мое любимое занятие. Круто. Понятно. Хорошо, хоть ПДА не попросил. Ладно, пошли в Припять. Пошли в Припять. Отдадим доктору всю эту ботву уже, наконец-то. Лекарство сделаем и отдадим его Грому. Твою медь, сколько телодвижений бессмысленных.
Ну да, в принципе, надо заканчивать. Вон, я уже смотрю, что даже на стриме никого нету. Видимо, никто не хочет смотреть в говно качестве. Но я, в принципе, понимаю. Я бы тоже не захотел смотреть в говно качестве. Слышь, доктор. Доктор, я все собрал для противоядия. Вам привет от калмыка. Молодец, мне потребуется примерно 4 часа для создания снадобья. Зайди позже. Хорошо, скоро увидимся. 4 часа, говоришь? И что мы можем сделать? Можем пока по Припяти пробежаться, зачистить. Вот это все, что я должен продать. Хорошо. Пойдем монолитовцев поразваливаем. Они же любят в анал. И чё? Отспавнились монолитовцы уже. Отспавнились. О, 6 человек. Где-то здесь 6 человек. Ага. Здесь они, наверное, сидят по-любому. Осталось 2. Артефакт где-то. О, колючка. А почему ты не сдох еще? Так, чё, кто тут есть? Тут вообще кто-то есть? Или никого нет? Что-то походу никого нет здесь. Кроме псевдопсин. С эффектом обоссанного экрана. Как же это тупо все, а? YouTube лагает, OBS это лагает, блин, опять же из-за YouTube. Чё происходит?
Вот так вот. Неплохо поторговал. Пулемет еще один остался. Все, пошли обратно к доктору. Счастливо. Можно узнать о своем будущем. Если на вечерний, видишь свое прошлое. Я в то место добрался... Так, 4 часа он сказал, да? Вечерние зорьки, я свое прошлое... Хорошо. Но так грустно, так тяжело стало, что я утра дожидался... Давай поспим 5 часов. Зря, иногда бывает полезно. Как дела, док? Противоядие готово? Да, можешь забирать. Пусть выпьет залпом. Поспеши, времени почти не осталось. Спасибо большое. Обнаружила опасную Ну, мутацию пойдем. в плоти. Ранее Так, все. Братья! О! Нормально. Монолитовцы воюют со свободовцами. Я ранен! Победили монолитовцы. Опять снайперка выпала. Что, хочешь сказать, мне идти опять продавать, что ли? Походу, да. Получена информация о тайнике. Информация о тайнике — это хорошо. На контролеров, ладно, насрать как бы. Этого я обыскал. Обыскал. Вот этого не обыскал. Тут еще внутри кто-то сидит. Че, свободовец? Пойдем опять продавать. Не понял. Что за херня это была? Он еще свобода. Ой, монолитовцы. Свобода. Говорю ж, кайфуют. Чисто кайфуют. Им
Так, все, трансляция пошла. Вроде пошла. Ага. Ну да, еще монолитовцы. Чего бы нет. Блин, АКМ мечта это говно просто какое-то. Из него пока кого-нибудь завалишь. Так, стоп. Тут, в принципе, и мышка говно. Даешь больше монолитовцев, серьезно. Почему нет-то? Упади, не вставай по-братски больше никогда. И ты тоже. Вы мне надоели все. Пистолет. Это я все заберу. Это я тоже все заберу. Это я тоже все заберу. Что-то у нас у монолитовцев есть. Это я заберу. И это я заберу. Сейчас еще до вертолета сбегаю. Что? Кто меня палит? А, зомбарь. Сбегаю до вертолета, заберу эту. Ноутбук-то для Архары. Лютый похититель на свая. Контролеры в рыжем лесу сроду не было. Сейчас появились. Ты меня ни с кем не перепутал, слышь? Ноутбук должен быть где? Твою медь, а где ноутбук должен быть? Неужели я просто так сюда приперся? А? Да как вы достали уже? Откуда? Конечно. Угу. Пошел в жопу. Я просто пришел за ноутбуком, называется. Где ноутбук-то находится? А, ноутбук Архары, где даже... Я не знаю, где он находится. Тут ничего не написано. Где он должен находиться, а? Ноутбук Архары. Конечно же, его перепрятали. Нахера оставлять на том же месте? Мы, блядь, перепрячем, чтобы его хер нашли. Вот это может быть. Это вообще какой-то ящик левый. Я не знаю, что это. Пошел я, короче, отсюда. Зомби.
Сейчас. Вот и нету ваших зомби. Мне сейчас некогда этим заниматься. Придешь вечером, а баба дома. Искать ноутбуки, где непонятно где вообще. У меня задание на лекарство. Все. Это все. Сегодня целый стрим вместо того, чтобы по сюжету идти, занимался тупо беготней по всей зоне за каким-то сраным лекарством, блин. С Припяти, значит, на болото, с болот в Припять. Еще в темную лощину, потом обратно на болото. Ну, короче, да, ничего не обычного. Монолит! Я не только коснусь монолита, я еще тебе и на лицо сяду, ты понял? Вот так-то. Привет. Понятно, ты ничего не скажешь. Скинуть я тоже, да, ничего не могу. Ну вот это скинем давай, вот это вот. Типа хватит. Пристрели. Найдешь? Пристрели. Ну чё, где ты такой крутой? Ну, выходи. Кто еще тут? Хочет показать, какой он крутой, а? Что, все, нет больше желающих? А почему? Почему нет больше желающих? Я знаю, что ноут на радаре, но возле вертолета его нет. Там, где он был в 2.0, там, где он был в Солянке, нету его возле вертолета. А я не могу сейчас время тратить на поиски, потому что мне надо этому дебильному долговцу принести лекарство, потому что он отъедет. И еще не факт, что он сейчас не отъедет. Скажут, а ты слишком долго ходил, все, он отъехал. Несмотря на то, что он только через месяц, сказали, должен отъехать. Ну, а то я ходил, как бы, сколько я ходил? Сутки ходил. 2 суток игровых. Ну, все равно слишком долго, чё. Пока я ходил 2 суток, уже месяц прошел там на Энтере. Почему бы и нет? Эх, надеюсь, я не зря бегал вообще. В другом месте? В каком? В каком месте? Бюреров нет? Ну хорошо. Время еще на бюреров тратить, что-то там их валить. Мне вот просто вот заняться нечем, да?
Вроде живой лежит. Гром, нашел я доктора. Он создал противоядие для тебя. Боже, ты даже не представляешь, как я рад это слышать. Не теряй времени, выпей это залпом. Ну и гадость. Надеюсь, мне хуже от этой дряни не станет. Хотя куда хуже. Благодарю за то, что ты для меня сделал. Вот пода того бандита. Как ты уже знаешь, долг долги возвращает. На металлургическом заводе возле электроподстанции есть водонапорная башня. На ней лежит рюкзак подстреленного мной наемника. Наводка не липа, уверяю тебя. Бери все, что захочешь. Еще раз спасибо. Рад, что удалось тебе помочь. Как-нибудь увидимся. Ну, хоть не отъехал. И бонусный тайник получили. Не, подожди. Он же сказал на металлургическом заводе, а почему тайник бандита? Найти тайник в X18. Что за бред? Эх, ладно. Ну, тут ничего. Тут ничего нет. Аптечки куплю у тебя. Продам тебе дробаши. Дробаши продам. Вот так.